Всем добрый день! Сегодня я буду вязать вот такие простые следочки. На размер 37-38 буду вязать, кремового цвета у меня. Вот эти у меня на размер 39. По ходу вязания, как увеличить размер, а где добавлять, я буду говорить. Вот такой вот несложный, симпатичный узор впереди. Вязать я начну с мыска на 2 спицах. Потом перейду на 5 спиц и буду продолжать вязание на 5 спицах, потом опять перейду на 2 спицы, закончу вот такой бейкой. Для вязания мне потребуется, значит, спицы у меня круговые. Мысок я буду вязать на спицах номер 3. Весь следок далее я буду вязать на спицах номер 3,5. И верхнюю часть обвязку я сделаю также на спицах номер 3. В общем, я меняла номера спиц. Пряжа. В этот раз у меня пряжа плотная. Это что у нас? Ализа Миди. С шерстью. 25% шерсти. 100 граммах 170 метров. Так, вот один я отвязала. Еще вот у меня столько много осталось. Ну что, переходим сразу к вязанию. Еще раз прокручу. В процессе вязания отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. Вязание начинаю с мыска, как я уже говорила, на круговые спицы. Я сейчас наберу методом Джуди, да, 46 петель. На каждой спице у меня будет по 23 петли. Одну нить завела на нижнюю спицу, одну на верхнюю, одну на нижнюю спицу, одну на верхнюю. Так я наберу на каждую спицу по 23 петли, как я сказала. Так, 4, 5, набираем. Набрала петли. Теперь одну спицу вытаскиваю. Петли, 23 петли остаются на леске. Продолжаю вязать. Сейчас я буду вязать мысок. Работаю с петлями, которые вот находятся на спице. Значит, сейчас провязываю все лицевыми петлями. Мысок будет вязаться лицевыми петлями. Первую петлю я снимаю. Все петли провязываю лицевыми. И сразу в конце ряда я буду делать убавку на мысок. По лицевой стороне я буду делать убавку в конце ряда, а по изнаночной стороне тоже в конце ряда. Вот так вот. Так, провязываю, не довязывая 3 петель, остановимся. Так, осталось 3 петли у меня. 2 петли вместе. Вот так вот я подхватываю. В первом ряду вот так вот закрыли. Убавила одну. Кромочную я провязываю изнаночной. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. Провязываю все петли изнаночными. И в конце ряда, не довязывая 3 петель, я сделаю одну убавку. Первую снимаю. Все провязываю изнаночными. Вяжем до конца ряда. Так, осталось у меня 3 петли. Так, я их переворачиваю. И теперь ввожу спицу сзаду наперед, так сказать. И провязываю 2 вместе. Провязала. Кромочную провязываю изнаночной. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаю. Все оставшиеся петли провязываем лицевыми. Не довязывая 3 петель, сделаю опять одну убавку.
Так, осталось у меня 3 петли. Далее теперь я предпоследние 2 переворачиваю. И провязываю вместе. Да что ж, я тут не могу захватить. Оф. Кромочную провязала изнаночной. Переходим на изнаночную сторону. Опять первую снимаю, все провязываем изнаночными. И в конце ряда делаю одну убавку. Вяжем, не довязывая 3 петель, убавим. Так, осталось 3 петли. Опять я 2 петли перевернула. Ввожу спицу. Вот так вот ввела спицу. И провязываю их вместе. Провязала. Кромочную, изнаночную. Первую снимаем, перешли на лицевую сторону. Опять все провязываем лицевыми. И в конце ряда делаю одну убавку. Значит, так я буду убавлять, пока у меня на спице не останется на спице 11 петель. Если ножка узкая или 36 размер, 37 и узкая нога, можно убавить до 9 петель. Я первый раз связала, убавила до 9. Мне не очень понравилось, узковато показалось, поэтому я вот связала, оставила 11. Так, пришла в конец ряда. Опять я здесь 2 петли местами переставила вот так вот. И под нижнюю завожу. Мне просто на столе неудобно выворачивать руку, поэтому я вот не могу петлю захватить. Захватила петлю, провязали 2 вместе. Свет отсвечивает, светлый цвет не очень хорошо видно, я смотрю. Так, соединили, убавили 1 петлю. Кромочная у нас, изнаночная, провязали. Вот так вот у нас идут убавки на мыс. Опять изнаночная сторона, провязываем все изнаночными и в конце делаю 1 убавку. Пришла в конец ряда, делаю 1 убавку. Две петли провязала вместе и кромочную провязала изнаночной. Лицевая сторона, все провязываем лицевыми и в конце ряда 2 петли провязываю вместе, убавляю 1 петлю. Значит, сейчас довязываем мысок, половинку мыска, убавляем петли, а следующую половинку мы будем вязать, прибавлять петли. Кромочная, изнаночная. Довязываю я последний ряд. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель у меня сейчас по изнаночной стороне. Я делаю последнюю убавку. Опять я петли, 2 петли перевернула, провязала вместе, убавила. На спице у меня остается 11 петель. Развернулись на лицевую сторону. Все, мысок я закончила. Теперь далее следующий ряд провязываем все лицевыми и сразу начну прибавлять петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 провязали. Ввожу спицу под 2 дужки.
Вытаскиваю ниточку, прибавила одну. Переходим на изнаночную сторону. Здесь подтягиваем плотно, чтобы не было сильно больших дырок. Опять провязываем все изнаночными. Опять ввожу спицу под две дужки, вела ее. Вытаскиваю ниточку, петельку, подтянули, развернулись и вяжем дальше. И так каждый ряд буду прибавлять по одной петле. Еще раз пройдусь. Провязала все лицевыми. Вытащила одну, подтянула. Развернулись. Опять первую снимаю, все провязываю изнаночными. Изнаночная сторона. По две дужки ввожу спицу. Захватила нить. Вытащили, подтянули. Все, так будем прибавлять, довяжем до конца. У нас должно быть здесь тоже 23 петли. Заканчиваю я расширять мысок. Последняя добавка у меня по изнаночной стороне. 23 петля сейчас будет. Вот у нас осталась здесь одна дужка. Смотрите, ввожу опять спицу. Последняя. И провязала последнюю петлю, вытащила. Все. Закончили. Теперь здесь аккуратненько. Так, что у нас получилось? Это у нас задняя часть мыска, это у нас зад, это у нас вперед. Далее перехожу на 5 спиц, номер 3,5. И теперь снимаю все это с круговых спиц. Вяжем далее по кругу. Так, провязываем заднюю часть все лицевыми петлями. Первую снимаем, провязываем, переносим на 4 спицы. Здесь 23 петли, я на одну спицу 11, на вторую 12 перенесу. Так, довязала заднюю часть, перенесла. Теперь перехожу на лицевую сторону. И здесь я сразу буду начинать вязать узор. Значит, узор первые два ряда будет у меня одна лицевая, одна изнаночная резинка. Значит, сейчас что мы делаем? Беру третью спицу и все провязываю одна лицевая, одна изнаночная. 23 петли с передней части провязываем резинкой, переносим на спицы. Одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Так, провязала я лицевая, изнаночная, начала ряд с лицевой петли и закончила ряд лицевой петлей. Далее перехожу, это у нас подошва, задняя часть. По подошве я все петли буду провязывать лицевыми. А по лицевой стороне, по верхней части у меня будет идти узор. Теперь, значит, сейчас по подошве 23 петли провязываем все лицевыми.
Так как у меня у нас идет круговое вязание, здесь я петли переворачиваю, вот под низ подхватываю. Вот. Перешли на лицевую сторону. Опять один ряд я провяжу резинкой лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. По задней части вернусь, все петли провяжу лицевыми, и далее уже буду новый ряд узора вязать. Так, сейчас повтор мы делаем. Опять вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Ох, спица по столу. Лицевая, изнаночная провязываем, и по задней части все лицевыми. Перешли на лицевую сторону, значит, узор мы провязали 2 ряда резинкой, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Сейчас у нас получается 3-й ряд. По 39-му 40-му размеру, значит, вяжем все точно так же. Я вязала одинаково абсолютно. Единственное, где я длину увеличила, вот по мыску провязала больше рядов в длину в сантиметрах. И далее на подъеме на пятке также провязала больше. Ну, по ходу вязания, что к чему, сколько петель, я буду говорить. Так, теперь вяжем далее 3-й ряд. Смотрите, у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая. Первые 3 петли отступила, ввела спицу, вытащила нить, нить набросила и провязываю лицевой петлей. Провязала, сняла со спицы. Далее внутри у нас 3 петли осталось. Мы их провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Провязали. Теперь вот эту вот вытащенную петлю перебрасываем через провязанные 3 петли. Перебросили. Далее 1 изнаночная между ними. Далее опять 3 петли. Лицевая, изнаночная, лицевая. Отступили, ввели спицу между петлями, вытащили 1 петельку, набрасываю на спицу и провязываю ее лицевой. Сняла ее со спицы, немножко подтянули. Теперь 3 петли лицевая, изнаночная, лицевая. Провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Провязали. И первую самую петлю перебрасываем через провязанные 3 петли. Перебросили. Опять 1 изнаночная между ними. 3 петли отступили, спицу ввели, вытащили 1 петельку, провязали ее лицевой петлей. Ой, разъединилась нитка. Провязала аккуратненько со спицы, сбросили. 3 петли провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. Провязали самую первую петлю, набрасываем на провязанные петли. Следующая изнаночная провязали. И так до конца ряда. Опять у нас лицевая, изнаночная, лицевая. Ввела спицу, вытащила петельку, провязала лицевой, подтянули ее. 3 петли провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. И самую первую добавленную петлю набрасываем на провязанные сверху, вот так вот. Между ними 1 изнаночная. Опять 3 петли, 1 вытащили, провязала. Далее 3 петли провязываем, лицевая,
изнаночная, лицевая, провязали самую первую петлю, набросили на 3 провязанных. Ах, вот она, чтобы она не слетела, аккуратненько придерживаем. Следующая опять у нас изнаночная, и последние 3 петли у меня осталось. Все то же самое проделываю. Лицевая, изнаночная, лицевая. И набросили первую петлю через 3 провязанных. Даже если по ходу вязания вы где-то забыли перебросить первую петлю, то в следующем ряду это можно сделать без проблем. Ее потом можно будет спокойно перебросить. Так, все. Далее, что мы вяжем теперь? По изнаночной стороне все провязываем лицевыми. Постоянная изнанка у меня лицевыми. По лицевой стороне 2 ряда провяжу резинкой. Одна лицевая, одна изнаночная. Значит, сейчас изнаночную сторону провязываем все лицевыми. То есть не изнаночную подошву, извините. Ну, по привычке изнанка говорю это. Так, перешли на лицевую сторону. Сейчас 4 и 5 ряд. Узор мы провяжем резинкой. Одна лицевая, одна изнаночная. Так, что у нас здесь? Вот первая у нас была лицевая, так и вяжем все не меняя. Одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Это у нас сейчас получается 4 ряд. Провяжем 4 и 5 точно так же. Далее узор у нас будет повторяться в шахматном порядке. Значит, сейчас провязываем лицевую сторону резинкой. По подошве лицевая гладь у нас идет. И еще один ряд резинкой. Так, провязала я, получается, 1, 2, 3, 4, 5 ряд провязали резинкой. Теперь 6 ряд у нас идет повтор. Опять у нас будет сейчас обвитие вот этой вот резинки, только в шахматном порядке. Все точно так же, как я только что обвивала 2 ряда назад. Значит, теперь нам, смотрите, нужно вот 3 средних петли. Лицевая, изнаночная, лицевая в шахматном порядке. Вот между обвитыми вот этими вот 2 петлями, вот средние 3. Если на белом плохо видно, я могу показать на темном. Вот смотрите, вот у нас обвитая петля. Вот 2 обвитых петли. И теперь между ними 3 петли. Значит, что мы здесь делаем теперь? Перед 3 петлями у меня остается 2 петли. Лицевая и изнаночная. Я их провязываю. Лицевую провязала, изнаночную провязала. Далее следующие 3 петли, лицевая, изнаночная, лицевая идут. Отступила 3 петли, ввела спицу между петлями, вытащила нить, провязала эту петлю, которую мы вытащили, лицевой, сняла со спицы. Далее 3 петли, провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, провязали первую петлю, набрасываем на провязанные. Все. Чуть-чуть подтянули. Далее 1 изнаночная, разделительная петля между ними, 1 изнаночная. Опять у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая. 3 петли отступили, вытащила 1 петлю, набросила на спицу, провязала ее лицевой. Аккуратненько со спицы сняли. Три петли внутри, провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, провязали. И первую петлю набрасываем. И так вяжем до конца ряда. Все. Так. Три петли. Вытащили 1. Опять провязала ее. Сняла со спицы.
3 петли провязываю лицевая, изнаночная, лицевая. И эту петлю набрасываем. Далее изнаночная. Так, довязали ряд до конца. Все, по изнаночной стороне, по подошве провязываем опять все лицевой гладью. Возвращаемся на лицевую сторону. Далее 2 ряда провязываем резинки. И опять у нас идет повтор узора с первого ряда. Вот как мы начинали, все так же меняем в шахматном порядке. Значит, так я провяжу длину мыска. Значит, сейчас я это вам все сразу замерю в сантиметрах. Значит, на 37-38 вяжем 14 сантиметров. Ширина у меня 9,5. А на 39-40 я провязала 15, даже больше, 15,5. Но это они уже у меня постиранные, немножко растянулись. А так я когда в этом мерила их, не постиранные, были 15. Значит, сейчас провяжем вот эту вот длину 14-15 сантиметров, соответственно, своему размеру. Я к вам вернусь и пойдем далее вязать. Провязала я мыс 14 сантиметров. Закончила вот на подошве. Теперь, значит, если по узорам вот этим вот перетянутым петлям посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 раз у меня вот этот вот повтор идет перетянутых петель. И плюс 1 ряд еще по узору лицевая, изнаночная, лицевая. Значит, теперь далее что будем делать? Буду вязать только на задних 2 спицах сейчас. Передние спицы, пусть они у нас подождут немножко. Сейчас будем провязывать вот подошву и перейдем на пятку. Будем убавлять пятку по методу мыска. Сначала убавим, потом добавим. Значит, сейчас я провяжу 10 рядов платочной вязкой лицевыми рядами. Это вот у нас будут петли подъема. На размер 39 я провязала 12 рядов. На меньший размер или если подъем маленький, провяжите на пару рядов меньше. Значит, сейчас что делаю? По подошве разворачиваюсь на изнаночную сторону и все вяжу лицевыми петлями. Нить перевожу за работу. Первую снимаю и далее продолжаю все вязать лицевыми до самого конца. Провязываем все лицевыми. Довязываем ряд до конца. Последняя петля, я ее тоже провязываю лицевой. Разворачиваюсь на лицевую сторону. Нить завожу за работу. Первую снимаем. Опять все провязываем до последней лицевыми. И в конце ряда последнюю также я провязываю лицевой. Провязала лицевой, перешла на изнаночную сторону. Нить опять у нас за работой. Первую снимаем опять и продолжаю вязать лицевыми. Так я провяжу 10 рядов, к вам вернусь. Провязала я 10 рядов платочной вязкой. Следующий ряд опять вяжу вот лицевыми петлями. Теперь перехожу на пятку. Буду делать убавки на пяточку. Значит, первая убавка у меня будет по лицевой стороне в конце ряда и по изнаночной стороне также в конце ряда. Как я делала мысок, так я буду убавлять сейчас на пятку делать убавки. Убавлю до 11 петель, а потом буду прибавлять. Так. Вяжем опять все, вяжу лицевыми петлями. И по изнаночной стороне буду вязать изнаночными петлями, не довязывая 3 петель. 2 петли провязываю вместе в конце ряда. И кромочную я теперь буду провязывать изнаночной петлей.
развернулись на изнаночную сторону, вяжем все изнаночными петлями. Вот только тебя здесь не хватало, пришла. Не довязывая 3 петель, сделаем убавку. Так, осталось 3 петли. 2 петли я разворачиваю. Вела спицу сзаду наперед. 2 петли провязала вместе, кромочную провязала изнаночную. Развернулись на лицевую сторону, опять все петли провязываем лицевыми и в конце ряда сделаю одну убавку. Ну что ж это такое, ну мне приходится останавливать видео. Так, пришла в конец ряда, осталось 3 петли. 2 петли я здесь теперь переворачиваю и провязываю их вместе. Провязала, кромочную провязала изнаночной, опять перешли на изнаночную сторону. Первую снимаю, все провязываем изнаночными и в конце ряда делаю убавку. Значит, убавим, я убавлю до 11 петель. Сделала последнюю убавку по изнаночной стороне, провязала лицевой ряд. На спицах сейчас у меня 11 петель. Следующее, что мы делаем, начинаю делать прибавки. Так, вот такая вот подошва получилась. Сейчас я ее замеряю в растянутом состоянии. Чуть-чуть подтянем. Вот, немножко подтянули. 24 сантиметра. Растянули-ка, да. Так, теперь далее. Вяжем. Значит, провязали лицевой ряд. Опять ввожу спицу под 2 дужки. Захватила нить, добавила 1 петлю. Развернулись на изнаночную сторону. Первую снимаю, все провязываю изнаночными петлями и добавлю 1 в конце ряда. Вяжу спицу под 2 дужки, захватила нить, вытащили петлю, подтянули, развернулись на лицевую сторону, опять провязываем все лицевыми и поднимаю 1 петлю с боковой стороны из подушки. Значит, поднимем все петли, и опять у нас будет, как было в начале, 23 петли. Если у вас было другое количество петель, например, меньше или больше, то, соответственно, будет то количество, которое было в самом начале. Так, вяжем сейчас пятку, поднимаем петли. Так, довязываю я пятку. Осталась у меня последняя убавка. Здесь по лицевой стороне убавила и 1 вот по изнаночной стороне. И будет у меня 23 петли. Довязала все петли до конца. Последняя дужка вот осталась. Вела спицу, опять подхватила петельку. Все. Закончила. Вот так вот получилось. Закончила делать прибавки. Теперь весь ряд провязываем лицевыми петлями. Первую снимаю, до конца провязываем все лицевыми. Так, провязали. Теперь
Нам нужно провязать сейчас. Эта пятка получилась мелкая, конечно, поэтому мы сейчас провяжем еще несколько рядов, чтобы увеличить пятку. Поднимем вот этот вот подъем, сейчас провяжем. Так, высота пятки у меня, сколько это в сантиметрах? Ну, вот почти 6 сантиметров. Так, теперь смотрите, что здесь нужно поднять. Петли. Вот у нас по краю проходят вот такие вот петельки, дужки. Вот мы сейчас их сразу поднимем и из них провяжем петли. Так, 5 подняла. Значит, сейчас я провяжу один ряд по кругу все лицевыми петлями. А далее сделаю еще 1-2 ряда, сделаем по пятке поворотными рядами. Сразу наперед зашла. Так, теперь провязываем вот эти вот петли все. 5 петель провязываю. Так, что у нас здесь получилась дырка? Мы вот поднимем здесь одну петельку. Потом ее можно провязать, соединить. Так, далее я продолжаю вязать по кругу. Значит, сейчас я сразу вот здесь по центру убавлю одну петлю. 2 петли провяжу вместе, чтобы потом у нас не был широкий верх. Поэтому я вот одну петельку вначале убавлю, и потом, когда буду делать обвязку, убавлю еще несколько петель. Ну, все по ходу вязания. Так, провязываю все лицевыми. Как я уже говорила, один ряд иду по кругу. Провязала переднюю часть, и точно так же с боковой части я поднимаю одну промежуточную вот петлю добавочную и 5 петель подъема поднимем. Так, одну здесь подняла. Теперь где моя спица? Ох. Не люблю я, когда много спиц на экране, но по-другому никак. Вот поднимаю за крайние вот эти вот дужки. 1, 2, 3, 4. Вот она, пятая. И провязываем. Все, доходим до середины. Провязываем все лицевыми, довязываем до середины. И далее пойдем опять вязать поворотные ряды. Так, что-то тут петли перекрутила. Дошла до середины пятки. Так, далее что я сделаю? Смотрите. Сейчас я опять провяжу лицевыми петлями петли пятки и вот боковую сторону. Потом развернусь обратно, провяжу по изнаночной стороне. Также здесь петли пятки боковую сторону. Опять развернусь обратно и уже пойду далее вязать по кругу, делать обвязку. Я, получается, сделаю один лицевой ряд, один изнаночный и вернусь обратно, да? Можно добавить еще один ряд. Я в 39 размере делала 2 ряда, 2 полных ряда. То есть, значит, так. Провязываем теперь вот до боковой стороны, до изнаночных вот этих вот дорожек. Провязываем все петли сейчас лицевыми. Так, провязала я боковую сторону. Далее передняя часть у нас начинается. Я провязываю еще одну петлю. Можно парочку петель провязать, чтобы еще туда повыше была боковая сторона. 1-2 петли провяжем. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Делаю накид один. И возвращаюсь все изнаночными петлями, провязываю.
вяжем изнанкой до второй половины. Так, дошла до передней части. Смотрите, провязали мы петли задника, 23 петли. Далее 5 петель, которых мы поднимали из подъема. Одна петля у нас идет, это у нас добавочная промежуточная. Все, далее у нас начинается передняя часть слитка. Провязываем еще одну или 2 петли. Провязала. Разворачиваемся. Делаю один накид. И все провязываю опять лицевыми. Вяжем лицевыми до самой первой вот петли с накидом, которую я делала. Все эти спицы провязываем. Так, довязываю боковую сторону. Провязала, вот у нас остался этот накид. Теперь смотрите, как я уже говорила, при необходимости можно опять же провязать одну петлю, развернуться и точно так же, как мы вязали первый ряд, провязать еще один ряд, а потом уже следующий ряд провязать по кругу. Значит, я провязала всего лишь один ряд, я померила для этого размера, это достаточно. Теперь вот он наш накид. Далее продолжаем вязание по кругу. Этот накид я провяжу вместе со следующей петлей. Местами переставила. Все, я его провязала. Если еще, как я уже говорила, еще раз скажу, добавить один ряд, провязать еще одну петлю, сделать накид, опять развернуться и провязать по изнанке ряд и по лицевой стороне один ряд. И потом все точно так же вязать, как вот я сейчас вяжу. Далее провязываем переднюю часть. Так, провязала переднюю часть. Вот он у меня накид с предыдущего ряда. Здесь петлю перевернула. Провязываю петлю вместе с накидом. 2 вместе провязала, чтобы не было дырок никаких. Далее продолжаю вязать все лицевыми петлями до середины пятки. Так, довязала я до середины пятки. Теперь далее буду делать обвязку платочной вязкой. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 ряда. Полных 4 ряда я провяжу. Значит, я перехожу на спицы номер 3. Да? На спице номер 3. Можно вообще делать номер 2,5. Чтобы не был вот этот вот широкий верх. Я убавлю еще несколько петель. Спицы взяла номера меньше. И еще 2 с этой стороны убавлю в начале и в конце ряда. И 2 петельки с этой стороны. И одну я убавляла в начале. Значит, смотрите, что я вам еще хотела сравнить. Пятку. Вот этот вот у меня размер 39. Ну, это без разницы, хоть какой размер. Если хотите пятку повыше. Вот она у меня получилась в сантиметрах. Вот, смотрите, почти 7 сантиметров, да? Вот разница такая. Поэтому можно, как я уже говорила, еще один ряд провязать. Так, теперь все, провязали. Беру спицы на пол номера, на номер меньше. Первый ряд провязываю все изнаночными. Следующий ряд вяжу все лицевыми по кругу. Опять изнаночными, опять лицевыми. И закончу я изнаночным рядом. 4. Вот в начале убавлю 2 петли, провяжу вместе изнаночной петлей, провязала, подтянула. Оно незаметно совершенно будет. Далее продолжаем все вязать изнаночными петлями.
И вот здесь на переходе сделаю еще одну убавку. 2 вместе. Провязала, подтянула. Все. Вяжем весь ряд изнаночными петлями. Точно так же убавлю на второй стороне. Пришла я на середину, убавила петли. У меня всего по кругу 53 петли осталось. Далее первый ряд был изнаночный. Следующий ряд мы провязываем лицевыми. Потом опять изнаночный, опять лицевой. Так чередуем, как я уже сказала, провяжу 4 вот таких вот изнаночных дорожки у меня будет. Это что у нас получается? 8 рядов, да? Так. Вяжем по кругу, делаем обвязку, я к вам вернусь и закончим, закроем потом петли и укрепим вверх. Закончила я делать обвязку, провязала 1, 2, 3, 4 изнаночных у меня дорожки. Далее последний ряд я закрываю все изнаночными петлями. Я уже здесь половину вот закрыла. При желании можно провязать еще 1-2 ряда повыше сделать. 2 петли вместе провязала изнаночной. Так, закроем все петли. Так, и последняя петелька. Соединяю. Теперь дальше что сделаем? Смотрите, что у нас получилось. Вот такой следок вышел. Его еще нужно сделать ему ВТО. Или под мокрое полотенце положить. Или вот отмочить, чтобы это все разровнялось. А нитка шерсть у меня. Теперь вот эту вот верхнюю часть, чтобы она сильно не растягивалась, нужно укрепить. Я что сделаю? Проложу крючком. Шов сделаю. Вот, значит, смотрите, крючок ввожу под крайние 2 дужки. Ввела крючок, захватила ниточку и протянула ее через предыдущую петлю. Ввела крючок под 2 дужки. Вот они проходят по изнаночной стороне у нас. Вытащила петлю и протянула ее через предыдущую. Сильно не затягиваем и сильно свободно не бросаем. Тогда край получится у нас уплотненный. Сейчас я вот провяжу. Надеюсь, будет видно. Не будет сильно растягиваться. Что у нас получается? Вот такая вот плотная такая косичка. Опять ввела под 2 дужки, захватила петлю, протянула. Так, довяжем до конца, укрепим весь край. Так, обвязали весь верх. Вот так вот получается. Теперь попрячем хвостики.
вывели нитку наизнанку, хвостик под петельками провела. Далее эту нитку можно вот так вот разъединить. И завязать теперь вот такой вот тоненький узелок. И второй тоже. Эти хвостики теперь спрячем. И все. На этом сегодня все. А там еще внутри у нас нитка оставалась, тоже ее таким же методом заделаем. Вот такой следок у нас, девочки, получился. Я буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем легких петелек. Всем мира и добра. Пока-пока.